Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты на неделю для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о тонкостях личной жизни или ваших намеченных планов. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и все равно какую-то подсказку вы получите. Кроме того, оставлю ссылку в инфобоксе на свой сайт, и там у меня есть статья, которая называется «Гороскоп на май». Поэтому для вас очень продуктивный, значимый, знаковый месяц. В целом май. Прочитайте по своему асценденту, возможно, по Луне. И тогда подсказок, я надеюсь, будет еще больше. А мы идем дальше. Что важно знать? Наш первый вопрос или что в центре вашего внимания? Неожиданности или чего вам не избежать, мои дорогие тельцы, чем придется заниматься, возможно. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что будет помогать? Четвертая карта. Что скрыто? По основным сферам жизни смотрим энергии, дела, работа, бизнес для тельцов, энергия денег, финансы и личная жизнь. Что же для вас будет актуально? Есть какой-то человек, может быть, для кого-то из вас, мои дорогие тельцы. Вообще, эта карта ваших энергий, король пентаклей. Для мужчин это вы в сильной позиции организовываете либо свой бизнес, либо решаете какие-либо вопросы, связанные с документами, по делам, по работе. Мои дорогие девочки, для кого-то из вас надо быть более в мужских энергиях. Есть и такой момент. Все же энергетика этой карты достаточно сильная на продуктивные наши действия, когда мы не делаем чего-то наспех или мы не делаем чего-то, ну, такого, знаете, более нужного кому-то или как-то неразумно тратим время. Здесь есть конкретные задачи и конкретно поставленные цели. У короля Пентаклей всегда так. Но и, мои дорогие, здесь может быть просто могут быть, точнее, вопросы, связанные с семьей. Или по этой карте может быть человек, тоже больше для девочек, если вы человек семейный, у вас есть семья, дети, или есть какой-то друг хороший, который вы сейчас, даже если, предположим, одна, но есть тот человек, который вам помогает. Вот это может быть помощь конкретного человека, с которым вы, возможно, планируете совместную жизнь на будущее, но пока не оформлены отношения. Личная жизнь, вопросы денег, вопросы документов и организации буквально быта – это все то, что у вас будет в центре внимания. Давайте мы посмотрим, чего не избежать неожиданности, есть какое-то разочарование. Что-то для вас не совсем так, как вам бы хотелось, мои дорогие тельцы. Это мелкая карта, она не говорит, что ну, это как-то повлияет на организацию наших дел или на выполнение наших задач. Это просто настроение. Но, видимо, то, что вас не устраивает, или какой-то вопрос затягивается. Иногда пятерка кубков это бывает, знаете, как своеобразная ностальгия, но не со знаком плюс, а почему-то мы начинаем копаться в прошлом. Или начинаем сомневаться в человеке. Или у нас не получилось с точностью осуществить вопрос именно так, как мы бы этого хотели. Карта говорит, это не имеет значения. Есть какие-то совершенно другие возможности, и мы, именно задача наша, увидеть их. Три кубка пролитых или перевернутых – это та история, которая не нова, которая была когда-то в прошлом. Но вот она приходит на ум, и в неожиданностях вот могут накрыть какие-то эмоции со знаком минус. Но, повторюсь, это не имеет значения. Не где-то себя не переводить в эмоции сожаления, наверное, для вас будет очень важно. Чему сейчас не время. Карта император. Ну, может быть, не время оформить какой-то документ. Возможно, и есть ваши планы. Первая карта король Пентаклей. Планы по документам, планы по работе, планы по деньгам, по вашей семье. Но сейчас на этой неделе нет возможности что-то осуществить.
по пятерке кубков. Что-то либо на паузе, либо, мои дорогие тельцы, вы не можете какой-то процесс ускорить. Вот я так вижу, чему сейчас не время. Император– это карта власти. Не время обращаться к власти или искать где-то поддержки и защиты, может быть, у власти. Где-то не время настаивать на своем. Все-таки императоры энергии такие, когда ну, больше будет так, как я хочу. Вот нет, быть большим дипломатом, наверное. Или буквально для кого-то не говорить, что я тебе докажу, я обращусь в высокие инстанции, и я свою правду восстановлю, по крайней мере, не на этой неделе. С другой стороны, какой-то документ, правда, либо может быть не подписан конкретно на этой неделе, а вы надеялись, что будут и печати, и подписи, и вы уже себе распланировали что-то дальше. И вот это сожаление по пятерке кубков, что что-то у меня идет, ну, не так, либо пробуксовывает. С другой стороны, по карте император, мои дорогие тельцы, даже если есть тот человек, который вам приходит на помощь, но с учетом того, что находится карта император в позиции, чему сейчас не время, хоть и помощь есть, но не очень-то на нее следует рассчитывать. Что-то, видимо, может измениться. А вот что вам будет помогать? Вообще вас карта приглашает отдохнуть. Это карта приятных эмоций. Это, конечно, карта иллюзорного успеха, но, видимо, это не только иллюзия, это само по себе вдохновение. Когда мы смотрим в горизонт, расширяем свой кругозор, предполагаем альтернативные варианты развития событий, более приятными эмоциями себя напитать. И это одинаково как к девочкам, так и к мужчинам. Видимо, есть какой-то минус или сожаление, что, правда, не получается либо вопрос решить быстро, либо как-то за счет обстоятельств, ну, не так разворачиваются события. И поэтому будьте к себе милосердны, милосерднее к своей душе. С другой стороны, что помогает? Важный выбор. Все же по семерке кубков идет выбор. 7 кубков, а нужно выбрать один. И, может быть, от чего-то вам придется отказываться. И тогда вам это тоже помогает, мои дорогие тельцы. Вы большие реалисты, но, видимо, на этой неделе нужно дважды быть реалистом, чтобы правильно сделать выбор или оценить обстановку, даже в том случае, если что-то не получается выполнить быстро или в тот срок, как вы себе наметили. Что скрыто? Ну вот то самое разочарование, которое было прежде. По тройке мечей это всегда какая-то наша прежняя грустная история, когда либо предательство было, либо за счет непредвиденных событий или сил непреодолимых, именно когда мы не могли что-либо изменить, не могли изменить обстоятельства, не могли изменить человека самого и сами оказались в проигрышной позиции. Но это всегда карта, она нам говорит о прежнем тяжелом опыте. А теперь уже это сердце не болит. Да, шрамы, они останутся. Но мы уже второй раз какую-то ошибку не повторим. Может быть, и для вас на этой неделе не повторить какую-то ошибку в позиции скрыто, успеть что-либо додумать или не торопиться действовать, мои дорогие. Предоставьте все же на этой неделе развиваться событиям своим чередом. Правда. Вот свой какой-то выбор обдумывать в спокойном темпе для вас прекрасно. Находиться в своих энергиях замечательно. Чем-то вдохновиться шикарно просто для вас. Для вас сейчас эмоциональный фон, в принципе, очень важен. Не загонять себя в тупик от усталости. И это тоже вам будет где-то помогать. Потому что уставшие люди делают ошибки, а какую-то ошибку нельзя повторить. Дела, работа, бизнес. По пажу мечей мы, правда, с чем-то определяемся. Есть конкретика на злобу дня. И есть то, что, возможно, мы хотели бы осуществить. Опять же, может быть, как прощание с иллюзиями. Но теперь вы точно знаете, что делать. Знаете, может быть и тяжеловато прощаться с тем, что мы думали будет перспективно. Вот на этой неделе вы увидите наверняка, какая ваша тактика, стратегия будет
проигрываться со знаком минус. И, скорее всего, вот этот печальный опыт у кого-то по отношениям, у кого-то по работе, у кого-то это может быть по возможным заработкам, или ситуация денежная, или какой-то проигрыш, может быть, юридический был. У кого-то могли быть прежде слушания в суде, и вы проиграли. И здесь, тем не менее, этот печальный опыт нас учит, потому что вы сможете правильно как-то реорганизовать свою жизнь и выбрать правильное направление. Видимо, вот такой процесс, когда вы прежде или какое-то даже длительное время до этого были, в состоянии, когда невозможно что-то осуществить. Или когда вы себя чувствовали, что бы я ни предпринимал, у меня все равно все откатывается назад. Так вот, теперь вам этот печальный опыт помогает правильно сориентироваться. Может быть, мои дорогие тельцы, на этой неделе какие-то новости, известия к вам придут, и вы очень рационально сделаете вот этот самый выбор. Даже какие-то минусовые известия, которые не лично вас касаются, а может быть вашего ближайшего окружения или вашего социума, или обстановки вокруг вас. Все это вместе взятое делает вас большим реалистом. Как будто для того, чтобы вы не должны потратить свои энергии, силы куда-то, как знаете, в пространство, а конкретно для самого себя. Или это то известие, дела, работа, бизнес, есть какая-то правда. Она вас подталкивать будет к тому, чтобы вы правильные действия приняли на последующий период. Выбор, правда, какой-то придется делать. Финансы. Все же помощь человека какого-то есть. Это может быть как ваш супруг, это близкий человек, близкий друг, может быть и родственник, или полезные контакты. Хотя это карта любви, когда люди друг друга понимают без слов, и она выпадает на деньги. Есть тот человек, который готов прийти вам на помощь, или это какие-то финансовые вопросы вашей семьи, которые вы будете совместно решать, и у кого-то так тоже. С другой стороны, безусловно, это карта взаимопонимания, дипломатии, и это дуальная карта, поэтому вы сумеете со всеми договориться по части финансов. И как вы видите дальнейшую стратегию финансовую свою, так вы должны и действовать. Не должно быть какого-то проигрыша. И мои дорогие тельцы, если вам приходится какие-то документы составлять, все же карта император у нас выпадает, чему сейчас не время. И карта двойка кубков выпадает именно на финансы. Проверяйте, я бы сказала, на всякий случай те документы, которые вы подписываете. Читайте, если это вопросы, допустим, каких-то решений, согласований с банками или финансовыми организациями, или налоговыми, кто знает. Вот здесь должно быть все в полном балансе. И не должно быть каких-то ошибок, мои дорогие, которые для вас через какое-то время могут создать новые вопросы, и вам придется с ними справляться в одиночку. Вы какой-то итог подводите, и вместе с этим итогом еще и делаете выбор. Вот чем-то таким для вас будет важна эта неделя. Кто-то, потому что собирается переезжать, и вы должны действительно как гештальт закрыть те вопросы в той местности, где вы сейчас находитесь. Вам совершенно необходимо что-то либо обнулить, либо завершить, закончить, чтобы не было каких-то хвостов. Потому что по личной жизни у кого-то буквально проигрывается, когда отношения на расстоянии, по какой-то причине до этого вы не могли съехаться, быть вместе, а здесь вы хотите что-то убыстрить. Для кого-то из вас это может быть вся конфигурация карт, что я надеялся, к примеру, получения визы я не получил, но все равно я как-то этот вопрос продвигаю. Вот пятерка кубков может быть с разочарованием из-за того, что не получается что-то сделать в тех сроках, как вы этого хотели. Тогда, мои дорогие, ведь шестерка мечей – это всегда карта заслуженного успеха. У вас хватает мужества идти вперед по этой карте. И если вы прикладываете правильно собственные усилия, то и успех, он не за горами. И стала быть какая-то победа, любая 6 – это победа. Она все равно у вас где-то в кармане. Но окончательное решение, как вердикт,
Это не на этой неделе. Это будет чуть-чуть попозже. Любой ваш план по части личной жизни, мои дорогие тельцы, он осуществим. А если мы говорим про дела, работу в бизнес, про амбициозные планы, то это тоже прекрасная карта. Для кого-то из вас личная жизнь, вы начнете изучать новые науки, потому что вы хотите сменить сферу деятельности. И у кого-то эта смена деятельности, она сейчас, ну, как в процессе, уже что-то запущено, вы уже двигаетесь к чему-то. Либо изучаете, как я уже говорила, языки, буквально языки программирования, или иностранные языки, готовитесь к чему-то. Либо осваиваете какие-то новые скиллы, навыки, и это тоже вы будете посвящать определенное количество времени для того, чтобы реализовать какой-то свой проект. Ну, вот такая интересная многозадачность, хотя и есть какие-то новости, могут быть, которые для вас отчасти неожиданные, но и есть и плюс какая-то поддержка. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.